Всем доброй ночи. Друзья мои, я уже говорила о том, что магия, она многогранна. Это одна из древних наук, вообще первая наука человечества, когда человек и природа были еще одно единое, одно целое. И человек просил у природы, просил у древних духов, наделял этих духов характером, лицом, писал о них легенды на основе услышанных рассказов, составлял какие-то магические ритуалы, которые были еще примитивные, простые очень, но они срабатывали. И вот с тех древних времен вот эта беседа с духами, просьба, обращение к духам, мы всегда, когда попадаем в трудную минуту, кого-то просим. Ну, после принятия религии люди просят у Бога. Хотя Бог – это один из древних духов. Поскольку древних духов очень много. Кто-то более сильный, кто-то в подчинении. Но в любом случае эти силы слышат, иногда помогают человеку, если человек заслуживает этой помощи. А иногда оставляют без помощи, человек гибнет. Бывает по-разному. Почему я в своих работах всегда как бы создаю такую композицию из разных направлений, поскольку если покопаться, то вот источник один. И боги народов, и духи народов, они на самом деле одинаковые, всего лишь названия были разные, но даже функции поразительно одинаковые у народов, которые, например, живут на одном континенте, а другой народ совсем в другом континенте. Это практически два края земли. Но почему-то вот функции своих богов и даже какие-то ритуалы, даже какие-то традиции, обычаи, они очень схожи, очень похожи, и это наводит на мысль, что все-таки у человечества одно начало, и каждый народ унес с собой эту культуру туда, немножко преобразив, немножко переделав, но оставил в том же состоянии. И поэтому любой магический ритуал, обряд, обращение к богам, обращение к духам и прочее, прочее, если грамотно использовать и сделать правильно все, срабатывает. Неважно в какой стране вы живете, неважно как бы на каком языке вы говорите. Вот то, что я сейчас хочу провести, это древний вообще восточный ритуал, но я его немножко упразднила, переделала, убрала ненужные имена, чтобы было легче это воплотить в жизнь, чтобы было понятнее для человека, более как бы западного воспитания культуры, поскольку мы здесь будем проводить для таких людей. Называется «Венчание на царство и удачу». Это на очень внезапную удачу, которая просто льется рекой. Некоторое время обеспечивает человеку хорошее имущество, как бы спокойная жизнь, умиротворенность, на долгий срок. Если есть нужда, можно повторить. Но в принципе в нужные моменты эти духи опять собираются, снова начинают на этого человека просто кидать эти денежные довольствия, помощь из ниоткуда, непонятно, чья-то рука его как бы подает и так далее. И этот ритуал по традиции Востока составлен, там всегда ведется диалог. Диалог между духами, диалог между человеком и силами и так далее. И в этом диалоге как бы подкрепляется слово человека, его просьба к этим силам, крепнет, она обретает материальную силу. Вот как, например, человек мысленно представляет что-либо, и у него это получается. А здесь словами это представлено. Если уж мысль материальная, она имеет силу, да, представьте, насколько слово сильно. Итак, я провожу этот ритуал для Матвея. Нужно на красную ткань, постелить красную ткань, ложили либо вещь человека, либо фотографию. Но тогда не было фотографии, естественно, вещь была взята у человека. В крайнем случае можно написать имя,
фамилия, дату рождения, имя родителей. Но чем больше связующего с этим человеком, например, его изображение, это именно вот он только в маленьком формате, тем лучше она сработает. Здесь стоит фортуна, другая моя фортуна, она как бы с позолотой, такая красивая золотая фортуна. Золото, естественно, не настоящее, искусственное. Пока что до этого не дошли, чтобы золотые статуэтки ставить у себя. Да и не думаю, что есть смысл в таких статуэтках. Это уж, наверное, немножко дурной вкус. Так. Поскольку Фортуна – это богиня удачи и судьбы, которая дарит со своего барского плеча удачу, то она, как ни кстати, здесь подходит. Свечи фиолетовые, вообще фиолетовый пурпурный цвет олицетворял власть. Если вы читали, то византийские императоры носили пурпурные, значит, одежды и туфли. Могли быть красные, либо пурпурные. И что характерно, не всем это разрешалось, только императорской семье разрешалось вообще пользоваться вот этим цветом. Это вот багряница, если вы слышали, да, багровый цвет, пурпурный цвет. Это был только для вышестоящих сановников, которые как-то отличились, им разрешали носить пурпурную одежду только так. Если человек сам считал нужным себя венчать пурпурными какими-то красивыми там диадемами и так далее, то он мог за это пострадать и заплатить жизнью за свою дерзость. Итак, пурпур либо фиолет – это символ власти. Древние магистры, когда доходили до какого-то определенной степени, уже выше которого не было, то они меняли свои черные плащи на пурпур, тем самым показывая, что это уже самая высшая ступень магии или там алхимии, как хотите, это очень взаимосвязано. Итак, красный, фиолетовый. Если у вас нет фиолетовых свечей, можете взять любой цвет, но желательно тогда черный. Либо фиолетовые какие-то, может быть, цветы, там, лепестки фиолетовые, как хотите, но чтобы фиолетовый цвет был, он очень нужен здесь, в этом ритуале. Итак. За 7 гор и 7 долин есть семиглавая гора. На той семиглавой горе сидят духи, хранители царей, шахов и султанов. Думают, первый дух вопрошает: наши повелители давно уже почили, кого на престол посадить, кого короной венчать, кому скипетр царский вручить, золотые сундуки дарить, ратной победой наградить, кому отдать престол миров. Второй дух ответит: знаю одного, Матвей его зовут, давно достоин величия и славы, его на царство и повенчаем. Третий дух позвал ветров: о ветры востока, о ветры запада, о ветры юга, о ветры севера, слетайтесь, услышьте нас на своих крыльях. К тому, кто зовется Матвей, умчите, будем его на царство венчать. Умчали ветра духов-хранителей до дома Матвея и сказали ему духи: вот мы, а вот ты. От тебя не отстанем, короной повенчаем, на трон посадим, одарим победами и успехом. Отныне все блага земные отдаем тебе, царствуй. На троне удачи и изобилия, а мы за твоей спиною навсегда. Духи сказали, духи исполнили, обвенчали на трон, посадили и благословили. Во имя духов да исполнится, да будет так. Свершилось, свершилось, свершилось. Царствуй удачей, славой и благополучием. Корону духов тебе, удачу шахов тебе, богатство султанов тебе, да будет так.
После того, как я провела, я попрошу его отнести на перекресток что-нибудь сладкое и 13 монет и сказать: откупаюсь за венчание на царство, благодарствую. И уйти, не оглядываясь. Ну, все, что я провела для Матвея, получалось на ура. Я надеюсь, что это тоже получится, друг мой. Когда выполнено с любовью, с желанием помочь, тем более профессионально, то все получается. Я хочу вас заверить, что не имеет значения, снимаешь ты на камеру или просто стоишь, говоришь, это не имеет никакого значения. Ты произносишь ритуал, ты говоришь слова, и эти силы приходят, и они не смотрят ни на твою камеру, ни на что иное. Они просто исполняют. Если вы заметили, я не провожу определенных ритуалов, где, например, нужно, чтобы какая-то определенная обстановка была, было таинство. Я не провожу ритуалы просто на пустые какие-то фотографии, потому что нельзя вызывать такие силы просто так, ради того, чтобы снять на камеру. Я провожу только тогда, когда действительно хочу показать свой ритуал, хочу сделать его, но возможно его сделать на камеру. Ничего не меняется абсолютно. Просто каждый ритуал, конечно, не снимешь. Всем удачи и спокойной ночи.